Всем привет! Вы когда-нибудь мечтали дотянуться до звезд в небе? Или прикоснуться к звезде в морских глубинах? Мечты сбываются. Одна из таких звездочек упала мне на ладошку, и мне захотелось непременно с вами поделиться этим чудом. Ну а какой будет эта звездочка, с неба или из морских глубин, вы решите сами. Для такой звездочки нам понадобится нить любимого цвета, совсем немного наполнителя, ножницы, наш волшебный крючок, ну и, конечно, хорошее настроение. Итак, делаем скользящее кольцо амигуруми. И сейчас провязываем 3 воздушные петли. Теперь нам необходимо провязать 14 столбиков с накидом. Теперь мы затягиваем наше колечко. Первая, вторая и вот третья. Делаем сюда соединительный столбик. Вот у нас получается вот такое колечко. Теперь мы набираем 6 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка мы провязываем столбик без накида. Вот это первая, вот это вторая петля. Сюда мы провязываем столбик без накида. Следующую петлю мы будем провязывать полустолбик с накидом. Затем в следующую петлю мы провязываем столбик с накидом. Теперь мы будем провязывать столбик с 2 накидами. И в последнюю петлю вот сюда мы будем провязывать столбик с 3 накидами. Вот у нас получается луч. Теперь мы пропускаем 2 столбика предыдущего ряда. Вот это будет, здесь мы соединяли, здесь у нас соединительная петля. Мы пропускаем первый, второй и делаем соединительный столбик в третью петлю. Вот первый лучик нашей будущей звездочки готов. Теперь опять мы набираем 6 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. Следующую провязываем столбик, полустолбик с накидом. Затем провязываем столбик с накидом. Следующую столбик
с 2 накидами. И следующий будет столбик с 3 накидами вот в эту петлю. Теперь мы пропускаем 2 столбика предыдущего ряда. Вот здесь у нас соединяется. Здесь мы пропускаем первую, вторую и в третью мы провязываем соединительный столбик. Вот у нас уже получилось 2 лучика нашей будущей звездочки. Таким образом нам необходимо провязать 5 лучиков. Вот я провязала 5 лучиков и сейчас последний раз соединяю, пропускаю 2 петли предыдущего ряда и делаю соединительную петлю. Теперь я отрезаю нить совсем немного. Вот первая половинка нашей звездочки готова. Я сразу же прячу вот эти ниточки, чтобы они не мешали при последующем связывании 2 половинок. Поэтому сейчас мне понадобится игла, и я прячу ниточки вот таким образом. И теперь просто узелочком завязываю. Делаю 2 или 3 узелочка, чтобы не развязалась наша звездочка. Лишнее отрезаю. Вот так. Нам вот эти ниточки мешать не будут. Итак, первая половинка готова. Аналогично вяжем вторую половинку. Только нить мы отрезать уже не будем. Итак, связав вторую половинку, аналогичную первой половинке, мы нить не отрезаем, оставляем. И сейчас мы будем связывать вместе 2 половинки. Это лицевая сторона, это изнаночная сторона. И здесь мы соединяем наши звездочки изнаночная сторона к изнаночной стороне. Итак, первый столбик мы соединяем, прокалывая в следующую петлю. И в какую-либо петлю, вот не сверху мы будем начинать связывать, а вот в серединке, то есть в любую среднюю петлю, и таким образом мы соединяем. Соединяем столбиками без накида. Вот наши лучики все вместе. И теперь мы продолжаем соединять петли нашей первой половинки и второй половинки. Итак, следующая петля, вот здесь она хорошо видна. Мы ее захватываем и захватываем следующую петлю второй половинки и соединяем их вместе. Итак, петля за петлей мы соединяем наши половинки. Они будут хорошо видны, поэтому не переживайте, все вы увидите. Вот
петелечка здесь и здесь петелечка. Вот мы их вместе и соединяем. Здесь, дойдя до вершины нашего лучика, мы провязываем 2 столбика в один. Первое мы соединяем. И затем еще раз сюда же провязываем столбик, для того, чтобы лучики не стягивались. Вот мы соединили 2 половинки. И таким образом продолжаем до конца. Я соединила 4 лучика, и мне осталось соединить последний лучик. В принципе, можно оставить и так, но я предпочитаю немножечко, совсем чуть-чуть добавить наполнителя, для того, чтобы наша звездочка получилась немножечко объемнее. Так, добавляю совсем немного наполнителя. Лучик за лучиком, вот немножечко, совсем чуть-чуть, для того, чтобы наполнитель у нас не выглядывал между вот этими столбиками. Совсем чуть-чуть. Вот у нашей звездочки появился объем. И сейчас мы провязываем одну сторону нашего последнего лучика. Затем мы ставим также немножечко совсем наполнителя и уже провяжем вторую сторону лучика. Так, у нас осталась последняя сторона последнего лучика. Вот сюда мы вставим наполнителя немного совсем. И теперь соединяем наши лучики, последнюю сторону наших 2 половинок. Так, наша звездочка готова.
Можно оставить небольшой отрезок нити, если вы хотите куда-то пришить или соединить с чем-то, или можно спрятать. Вот такой получилась наша звездочка. Вот мы ее сделали немножечко объемнее. Можно пришить бусинку, можно пришить бисер. Это уже на ваше усмотрение. Большое спасибо за просмотр. Теперь и вы сможете достать вашу маленькую звездочку с неба или морской глубины. Надеюсь, это видео вам понравилось и будет полезно для вашего творчества. Пишите комментарии, ставьте лайки или дизлайки. Делитесь видео с друзьями и, конечно же, не забывайте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, в котором мы соберем букет вот таких чудесных колокольчиков. Берегите себя и своих близких. И всем